Всем здоров, доктора снова в эфире. И сегодня у нас в работе F10 с Николаем 52-м двигателем 528, который приехал к нам на изготовление полноценной прямоточной выхлопной системы с раздвоением и с системой клапанов, которая будет регулировать звук в штатном режиме, когда они будут закрыты, и когда они открываются, у нас будет спортивный звук. Из каких компонентов мы сегодня будем все это собирать, варить, составлять, сейчас я вам покажу. Так вот у нас идет штатная выхлопная система, соответственно, идет на одну сторону. Вот. И мы видим здесь уже бампер от М-ки, диффузор от М-ки с выемкой под вторую и правую сторону. Клиент уже заочно сделал подготовку. Причем, кстати, по нашим предыдущим видео по F10 сделаем ссылочку, посмотрите. Так, теперь пойдем посмотрим компоненты, с которыми мы сегодня будем работать. Первый и самый ответственный в газодинамике элемент, с которым мы будем работать, это прямоточные равнодлинные коллектора, которые мы заочно сейчас возьмем, обмотаем термолентой. Функции термоленты вы можете посмотреть в моих предыдущих видео, оставлю ссылку в самом видео. Хорош, иди работай, что ты постоянно только куришь. И для самых ленивых, кто не хочет смотреть эти видео, в двух словах скажу. Первая функция – это так называемый горячий выхлоп, когда с помощью дополнительной изоляции труб на каждом цилиндре, с помощью того, что нет конвекции у каждой из труб, происходит накал газов более активно, и при повышенных оборотах у нас лучше продуваются клапана. Ну и вторая функция – это дополнительная теплоизоляция подкапотного пространства, чтобы наши клапаны, крышка и другие агрегаты чувствовали себя более комфортно. Магистраль у нас будет из 54-й трубы, 1,5 мм толщиной, 304 металл. Следующим элементом после спортивных коллекторов у нас будут идти спортивные катализаторы, которые имеют максимальную пропускную способность 200 цел, то бишь 200 ячеек на дюйм. Вот так мы уже один сварили, вот так примерно это будет выглядеть в корпусе. Следующий компонент, который у нас пойдет после спортивных катализаторов, это прямоточный спортивный резонатор. У нас здесь внутри идут две перфорированные трубы. И на вид это все БСТВ, что переводится как базальтовое сверхтонкое волокно. Будет устанавливаться он на месте штатного резонатора. Вот так он у нас с вами встанет, таким вот образом. И, соответственно, у нас пойдут две отдельные магистрали, направо и налево. Также вместо спортивного резонатора можно установить было бы X-Pipe с взаимным углом 30 градусов, который максимально оптимален для 6-цилиндровых рядных двигателей, и он создает дополнительное разряжение. Но с данной системой, с X-Pipe, выхлоп будет достаточно громким, так что мы предложили клиенту спортивный резонатор прямоточный, звук будет более комфортный, пригодный для повседневной езды. И, собственно, последний элемент, где у нас происходит основная магия по звуку выхлопа, это конечные банки с системой для регулируемой заслонки. Она у нас имеет две камеры. Первая камера прямоточная имеет трубу, без перфорации, без ничего, просто прямая труба. И когда мы открываем заслонку, нажимаем на кнопку дистанционно, срабатывает вакуум через шланги, через клапаны. У нас открывается вакуумная заслонка, и выхлопные газы выходят напрямую. Мы нажимаем на кнопку «Закрываем», и у нас выхлопные газы идут через камеру, попадают в перфорированную трубу, и звук убавляется примерно на 20-30%, становится тише. Ну, как-то так. Меньше слов, больше дела. Поехали!
Y'all ready for this? Hey, y'all ready, fellas? Hey, fellas!